Вспомните последний момент, когда вам было по-настоящему неловко на людях. Вы оговорились, споткнулись, сказали что-то не то, или просто пришли и вдруг почувствовали, что одеты не так. И следующие несколько часов, а может дней, вы прокручивали это в голове. Были уверены, все заметили, все запомнили, все обсуждают. Я сейчас скажу вам кое-что важное. Они не заметили. Почти наверняка нет. Но ваш мозг не верит мне и не поверит, пока вы не узнаете, что именно с ним происходит. Давайте проведем быстрый эксперимент. Вспомните человека, с которым вы виделись на этой неделе. Любого. Коллегу, знакомого, кассира в магазине. Теперь вопрос. Что было надето на нем или на ней в тот день? Большинство людей не помнят вообще. Теперь другой вопрос. А вы помните, что было надето на вас? Конечно, вы, возможно, даже переживали по этому поводу. Вот в чем суть. Вы — главный герой вашего фильма. Но у всех остальных свои фильмы. И в них вы случайный эпизод, в лучшем случае. Это и есть эффект прожектора. И прямо сейчас вы уже понимаете, как он работает. Откуда берется этот прожектор? Дело в том, что мозг использует себя как основной инструмент для моделирования других людей. Вы знаете о себе все. Каждую деталь своего внешнего вида, каждую интонацию своего голоса, каждую ошибку. И ваш мозг автоматически предполагает, что другие тоже все это видят. Это называется провалом перспективы. Неспособность мозга по-настоящему принять точку зрения другого человека. Мы знаем, что у других есть своя внутренняя жизнь, но эмоционально продолжаем жить в убеждении, что мы в центре их внимания. Метафора. Представьте, что ваш мозг — это театральный осветитель. Он управляет одним прожектором, и этот прожектор всегда направлен на вас. Осветитель искренне уверен, что весь зал смотрит туда, куда светит луч. Но в зале темнота. И каждый зритель смотрит на своего осветителя, на свой прожектор. Психологи Томас Гилович и Виктория Медвик из Корнельского университета измерили это точно. Мы переоцениваем чужое внимание к нам примерно в 2-3 раза. То, что кажется нам очевидным и заметным, чаще всего просто не регистрируется другими людьми. Но если это так просто, почему это так больно? Почему неловкий момент 5-летней давности до сих пор поднимается из памяти в 3 часа ночи? 2000 год. Корнельский университет. Томас Гилович ставит один из самых остроумных психологических экспериментов десятилетия. Студентам предлагают надеть футболку с крупным портретом Барри Манилоу, певца, которого молодые люди считали безнадежно немодным, и войти в аудиторию, где сидят другие студенты. Испытуемые были уверены, все немедленно заметят футболку. Они оценивали долю заметивших примерно в 50%. Реальная цифра — 23%. Меньше половины от того, что казалось очевидным. Но кейс, который действительно показывает разрушительную силу эффекта прожектора, не лабораторный. Принцесса Диана. Один из самых узнаваемых людей планеты. По всем внешним признакам, человек, которому нечего бояться чужого взгляда. И тем не менее, она описывала годы, когда не могла войти в комнату без убежденности, что все немедленно видят ее несостоятельность, ее ошибки, ее несоответствие. Эффект прожектора не щадит тех, на кого направлены реальные прожекторы. Потому что механизм не в публичности, он в архитектуре мозга. Оба случая показывают одно. Эффект прожектора — это не проблема известности, это проблема восприятия. И он одинаково жесток с теми, на кого смотрит весь мир, и с теми, на кого не смотрит никто. Теперь честный вопрос. Есть ли в вашей жизни что-то, что вы не делаете, не потому что не хотите, а потому что боитесь, как это будет выглядеть? Выступление, которое откладываете, идея, которую не озвучиваете, внешность, которую скрываете. Или есть ли момент, который вы вспоминаете снова и снова, и который, вы убеждены, запомнили все вокруг так же хорошо, как вы сами? Вот что важно понять. Прожектор у вас в голове реальный. Дискомфорт, который он создает, реальный. Но то, что он освещает, в 9 случаях из 10 не видит никто, кроме вас. И у этого прожектора есть выключатель. 3 конкретных.
Протокол 1. Опрос. Когда вы уверены, что кто-то заметил и осудил, спросите. Не риторически, а буквально. Ты заметил, что я оговорился в начале встречи? В подавляющем большинстве случаев ответ будет «нет». Этот протокол работает как холодная вода на раскаленный металл. Разрыв между вашей уверенностью и реальностью чаще всего поразителен. Триггер. Я уверен, что кто-то это заметил. Значит, я спрошу напрямую, прежде чем продолжать прокручивать. Протокол 2. Масштаб. В момент, когда прожектор включается, задайте один вопрос. Будет ли это важно через 10 лет? Через год? Через неделю? Через час? Эффект прожектора живет в настоящем моменте и катастрофизирует его. Смещение временной перспективы физически ослабляет его интенсивность. Триггер. Я чувствую жжение от чужого взгляда. Останавливаюсь и спрашиваю, через сколько времени это перестанет иметь значение? Протокол 3. Переключение объектива. Вместо вопроса «как я выгляжу?» спросите себя, что чувствуют люди вокруг меня прямо сейчас. Переключение с себя на других буквально меняет нейронную активность с самомониторинга на эмпатию. Это не альтруизм, это прагматичный способ выключить прожектор, перенаправив фокус внимания. Триггер. Я начинаю думать о том, как выгляжу. Переключаюсь на вопрос о том, что происходит с другими. Вот небольшое задание для вас. Найдите один момент из прошлого, неловкий, стыдный, тот, который всплывает ночью, и спросите кого-нибудь из присутствовавших тогда. Ты это помнишь? Готов поспорить на что угодно. Скорее всего, нет. Напишите в комментарии, что вам ответили. И если вы узнали себя в этом видео, поделитесь им с кем-то, кто слишком сильно боится чужого взгляда. Это лучшее, что вы можете сделать с этим знанием. Надеюсь, вам понравился разбор такого когнитивного искажения, как эффект прожектора. Поделитесь своим впечатлением в комментариях к этому видео. Больше интересных фактов о когнитивных искажениях на Telegram. Ссылка в описании. До новых встреч на канале Darko Chrome.